Итак, времени немного, поэтому погнали сразу к делу. SMT-дивергенция — это супер важная штука, которую, если ты будешь использовать правильно, то у тебя будет супер классный винрейт, ты можешь его повысить, но самое важное, это не отдельный инструмент, который там, типа как волшебная таблетка, найдешь его на графике и у тебя все получится. Это инструмент, который нужно использовать в совокупности с другими. Если ты будешь его использовать в совокупности с другими инструментами, то у тебя получится нормально торговать. Если нет, то он тебе особо ничего не даст. SMT расшифровывается как Smart Money Divergence, Smart Money дивергенция. Это ситуация, когда два актива, которые обычно коррелируют, в какой-то момент просто взяли и перестали коррелировать. И какой-то один актив пошел кто в лес, кто по дрова. Какой-то один актив пошел туда, другой актив сюда. То есть они идут в разные направления. И вот эта вот Smart Money дивергенция подразумевает, что в большинстве случаев, чисто по статистике, если мы идем в разных направлениях в моменте по этим двум активам, мы будем стремиться восстановить их корреляцию. В моменте есть раскорреляция, то есть мы пошли в разные направления. Они будут стремиться восстановить корреляцию. И это будет либо подход вверх, либо подход вниз. Смотри, на примере биткоина и эфириума. SMT-дивергенция — это случай, когда один актив обновил установленный минимум, допустим, 30 мая в 21:00 ночью, а второй актив сформировал тот же минимум 30 мая, ну, может, там, с задержкой в несколько часов этот минимум появился, но не обновил его и даже близко к нему не подошел. То есть на одном активе вот в это время, 1 июня днем мы обновили этот минимум, на другом активе не обновили. Это ситуация, где есть раскорреляция между двумя активами, которые обычно идут в одном направлении. И в таком случае мы можем говорить о том, что, скорее всего, они будут стремиться восстановить корреляцию через поход вверх. То есть, если есть раскорреляция по минимумам, где один актив обновил какой-то минимум, второй актив его не обновил, скорее всего, оба чувака пойдут вверх восстанавливать корреляцию. Теперь пример на американских индексах. S&P 500, NASDAQ 100. S&P обновляет вот этот вот максимум, NASDAQ его не обновляет. Куда валимся? Вниз. Как неожиданно. Но вниз мы валимся только после того, как была сформирована SMT-дивергенция. Это по факту просто расхождение по максимумам, где один актив взял и снял вот этот локальный максимум, второй актив его сформировал, но не снял этот локальный максимум. Очень важно это использовать не в одиночную стрельбу, а в совокупности с другими факторами. Пример на валютных парах. Кто торгует валютку, вот вам пример на евро и фунте. Евро сравнивайте с фунтом. Евро вот этот минимум не снимает и идет выше. Фунт этот минимум снимает. Оба актива вышли вверх благодаря тому, что сформирована SMT-дивергенция, где по факту евро считается более сильным активом, чем фунт, в силу того, что евро идет с повышающимися максимумами, а фунт идет с понижающимися экстремумами. То есть фунт понижает вот эти вот два минимума, а не максимума, а евро их повышает. То есть евро считается еще более сильным, потому что он даже не сходил настолько низко, как фунт. Но оба актива можно лонговать. И вот эта вот ситуация, где ты видишь, что актив вроде бы не снял ликвидность, но он вылетает вверх. Обязательно проверяй, потому что, возможно, он вылетает вверх из-за того, что они сделали SMT-дивергенцию. Биток мы сравниваем с эфириумом, NASDAQ с S&P и наоборот. Евро сравниваем с фунтом. Кто торгует золото, вы можете сравнивать его с фьючерсами на золото. То есть, если вы там забиваете XAU USD и смотрите его, забивайте также GC, это Gold Futures, и смотрите на Gold Futures. Фьючерсы с золотом и спотовое золото, если расходятся, точно так же работает SMT-дивергенция. Все, что вам нужно для того, чтобы понимать эту SMT-дивергенцию, это сравнивать локальные минимумы. Где-то мы их обновили, где-то не обновили, окей, вылетаем наверх после того, как увидели, что включаются покупатели. Супер мощный инструмент, если будешь правильно его использовать, все у тебя получится. Но для того, чтобы правильно его использовать, нужно понимать, как цена работает с ликвидностью, с имбалансами и как подвязывать эти все движения для того, чтобы у тебя был факт не только того, что вот есть SMT-шка, я торгую от него, но и целостное понимание картины рынка. Для того, чтобы получить целостное понимание картины рынка, есть другие видосы на моем YouTube-канале, которые помогут тебе изучить мою систему и то, как я зарабатываю на трейдинге. Переходи, смотри, учись. Если есть какие-то вопросы, подписывайся, комментарии, я отвечаю на все комменты.